Здравствуйте, дорогие слушатели! Если вы когда-нибудь чувствовали, что застряли на месте, что работа не приносит радости, а мечты будто где-то далеко, этот рассказ для вас. Обязательно дослушайте до конца и подпишитесь на канал. Возможно, именно он станет для кого-то тем самым толчком к переменам. Глава 1. Обычные серые будни. Руслану было 32. Он работал в крупной компании на должности менеджера по снабжению. Казалось бы, стабильность, белая зарплата, соцпакет, отпуск по графику. Но с каждым годом все это становилось лишь оболочкой, за которой пряталось одно — усталость. Каждое утро он вставал в 6:30, ехал в офис по забитым дорогам, занимал свое место за столом и начинал выполнять одни и те же задачи. День за днем, неделя за неделей. Зарплата не менялась уже 3-й год. Когда-то он считал ее неплохой, но с ростом цен, с увеличением потребностей семьи, с ощущением, что жизнь идет вперед, а он топчется на месте, эта цифра перестала его радовать. А еще был начальник, вернее, начальники. 2 управленца, которые постоянно кричали. Недовольство было их обычным состоянием. То отчеты не такие, то сроки не те, то кто-то не так посмотрел. Руслан терпел. Он считал, что так у всех, что работа — это не место для радости. Но внутри что-то назревало. Маленький голос говорил: «Ты можешь больше. Ты не создан для того, чтобы слушать крики и бояться ошибок». Глава 2. Последняя капля. Однажды в пятницу, перед самым концом рабочего дня, начальник устроил показательное унижение. «Руслан!» — заорал он на весь отдел. «Вы опять допустили ошибку в накладной. Сколько можно? Вы вообще умеете работать?» Коллеги притихли. Руслан почувствовал, как горит лицо. Это была мелкая опечатка, которую можно было спокойно исправить, но начальнику нужно было показать свою власть. В тот вечер Руслан ехал домой в молчании. Он не слушал радио, не смотрел в окно, он просто ехал и думал: сколько еще я готов это терпеть? 5 лет? 10? До пенсии? Когда он вошел в квартиру, его жена сказала: «Ты опять мрачный». Руслан сел на диван и вдруг произнес то, чего никогда не говорил: «Я больше не хочу так жить». Глава 3. Решение. Следующие 2 недели стали самыми важными в его жизни. Руслан не бросился писать заявление на следующий же день. Он понимал, уход без плана — глупость. Он начал анализировать, что он умеет, что ему нравится, где есть спрос. С детства Руслан любил ремонтировать велосипеды. Ему даже платили соседи, когда он подростком чинил им старые аисты и стелсы. Позже, уже взрослым, он помогал друзьям подобрать запчасти, регулировать тормоза, менять цепи. И тут родилась идея — открыть маленькую мастерскую по ремонту велосипедов и самокатов. В его районе таких сервисов почти не было, а людей с электросамокатами становилось все больше. Руслан рассчитал примерный бюджет, снял маленькое помещение рядом с оживленной улицей, закупил базовые инструменты и вывесил объявления в соцсетях и на столбах. Ремонт велосипедов и самокатов. Быстро, честно, рядом. И да, он написал заявление об увольнении. Без криков, без скандалов, просто тихо положил бумагу на стол начальнику. «Вы уверены?» — с усмешкой спросил тот. «В наше время найти хорошую работу непросто». Руслан спокойно ответил: «Уверен». Глава 4. Первые шаги. Первые недели были непростыми. Он приходил в мастерскую с утра, убирал пыль, ждал клиентов. Были дни, когда не приходил никто, но были и такие, когда с утра до вечера не было свободной минуты. Сарафанное радио сработало лучше любой рекламы. Один клиент рассказал другому, тот соседу,
Люди ценили честность и аккуратность Руслана. Он не пытался навязать ненужное, как часто делали другие. Он просто хорошо делал свою работу. Он завел Инстаграм-страницу мастерской, выкладывал фото до и после ремонта, рассказывал, как ухаживать за техникой. Через 2 месяца у него появилась очередь на выходные. Он начал брать помощника, студента, которому платил сдельно. Глава 5. Доход. Когда Руслан в 3-й раз свел цифры, он не поверил. Его доход за месяц превысил его бывшую зарплату, причем существенно. Он не стоял в пробках, никто на него не кричал. Каждый довольный клиент приносил не только деньги, но и чувство гордости. Руслан стал просыпаться с ощущением смысла. Конечно, были трудности. Сломался инструмент, нужно было разбираться с налогами, оформлять документы, но все это воспринималось не как наказание, а как часть пути. Глава 6. Новая жизнь. Прошел год. У мастерской теперь было 2 филиала. Один в его районе, второй открыл его двоюродный брат в соседнем городе по той же схеме. Руслан не стал миллионером, но он стал свободным и довольным человеком. Когда он случайно встретил своего бывшего начальника в супермаркете, тот удивился. «Ну что, как твой бизнес?» «Хорошо», — с улыбкой ответил Руслан. «Я ни разу не пожалел». Может быть, кто-то сейчас слушает этот рассказ, сидя на работе, где нет развития, где крик и недовольство стали нормой, где душа просит перемен, но страх не дает сделать шаг. Послушайте внимательно. Попытка не кандалы. Если не получится, всегда можно вернуться в найм. Но если не попробовать, вы так и останетесь в том же кресле, с теми же мыслями через 5, 10, 20 лет. Руслан не был супергероем. Он не получил наследство и не выиграл в лотерею. Он просто поверил себе и сделал первый шаг. Если вы давно задумываетесь о своем деле, начните с малого. Изучите рынок, посчитайте расходы, протестируйте идею. И если сердце говорит вам «пора», сделайте этот шаг, ведь дорогу осилит идущий. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, кто из вас уже решился или только планирует. Ваши истории могут вдохновить других.